Всем привет, с вами Фрост. Новое видео на моем канале. Сегодня мы разберем закрытый бета-тест игры World of Tanks Heat. Этот тест оказался очень неоднозначным. Я расскажу, что изменилось по сравнению с прошлым тестом, который был в феврале прошлого года, что добавили новое, а также почему я считаю, что на данном тесте игра ухудшилась по сравнению с тем, что было раньше. Перед тем, как перейти к сути видео, хочу сказать важную вещь. Нужно понимать, что это все-таки закрытый бета-тест. И игра находится в урезанном состоянии. Даже сами разработчики на сайте про это писали. Что это, можно сказать, тестовый билд. И когда игра выйдет в релиз, будет доступно больше контента, чем сейчас. А теперь переходим к основной сути видео. Давай сначала будем разбирать изменения и нововведения, которые были добавлены в игру. И, наверное, начнем с агентов и танков, потому что это все-таки основа этой игры. На закрытом бета-тесте было доступно 8 агентов. 4 агента класса штурмовик, 2 агента класса защитник и 2 агента класса снайпер. Начинаем с первого агента Кента. У него доступны 2 танка XM190 и новый танк ЛВТ. Основная способность агента, к сожалению, в лучшую сторону никак не изменилась. Если что, это была одна из самых топичных способностей в игре на втором альфа-тесте. И, к сожалению, ее в лучшую сторону не поменяли. Теперь у этой способности 2 режима. Режимы работают в зависимости от времени захвата. Если вы делаете быстрый захват, то способность наносит мало урона, что в принципе выглядит более-менее балансно, что где-то по 700, по 800 урона. Но если вы делаете долгий захват, то способность уже наносит примерно 2000 урона. Как я понял, количество захваченных противников не ограничено, поэтому вы в теории можете в режиме завоевания все 10 танков захватить, если они все рядом друг с другом станут, и нанести каждому 2000 урона. Это настолько отличная способность, что просто забей. У меня максимум получилось захватить 3 противника, из чего получилось 6000 урона. Способность максимально пивная, максимально дисбалансная, или, проще говоря, отличная, потому что она ломает игру. Потому что вам ничего не нужно делать, просто вылезли, навелись и получили халявный урон. И эту способность нужно перебалансить. И самое главное, еще забыл, вы этот урон избежать не можете. Если на вас Кент навелся, вы гарантированно получите либо 800 урона, либо 2000 урона, смотря сколько по времени он на вас наводился. Избежать урон никак не получится. Только если вы находитесь где-то под крышей, это вас может защитить. Если вы на улице, то все, вы гарантированно получаете урон. И ничего вы сделать не сможете. Теперь по танкам. У XM190 поменялась способность одна. Раньше у него была способность на подсвет, теперь у него способность быстрое разряжение магазина. Это вторая способность. И в целом я поиграл на этом танке. Один из лучших танков на данный момент, потому что есть определенные проблемы, про которые мы поговорим чуть позже. И на данном танке можно выдавать более-менее нормальный результат, опять же, по меркам ЗБТ. По сравнению второго альфа-теста результат все равно говно. Опять же, как я сказал чуть ранее, позже скажу почему. Второй танк Кента — это ЛВТ. Тоже один из лучших танков этой игры на данный момент. Первая способность — это выстреливание масла. И вторая способность — это гранаты, которыми можно как раз поджечь это масло. Опять же, это можно использовать все в связке. Сначала одно, потом другое, чтобы еще создавался эффект горения. И сам танк по геймплею тоже нормальный. И, как я до этого сказал, один из лучших в этой игре. Следующий агент Риппер. Ему поменяли основную способность. Раньше у него была способность казнь. Я точно не помню, что она делает. Если вы помните, то напишите. Вроде как она давала возможность одного выстрела убить, если вы критический урон наносите. Что-то типа такого, короче, было. Теперь у него напалмовая бомбардировка. Вы можете в толпу на какую-нибудь базу, например, сбросить напалмовые бомбы, и все будут гореть, кто там находится. Кстати, забыл сказать, теперь у каждого агента есть особенность, это вот это. На этом я особо останавливаться не буду, потому что это не особо влияет на бой. Я сколько играл, у меня не было вообще ни одного раза, когда вот эти особенности хоть как-то на что-то повлияли, что они есть и все. Теперь разбираем танки. М60
60-1 остался без изменений, поэтому долго на нем останавливаться не будем. Более интересно это второй танк М60А2. Я помню, когда разработчики выпускали шорцы, они нам типа в шорцах показывали, что вот, М60А2 это будет самый сильный танк по огневой мощи в игре, сильнее его не будет никого. В итоге, что вы думаете, я поиграл, а это кусок дерьма оказался. Может быть, если его прокачать в топ, может быть что-то изменится, но, кстати, я еще тоже забыл сказать, в топ прокачать вы не сможете, потому что у вас как минимум нет времени, потому что тест длился мало. И второе то, что не все улучшения доступны, что вы нормально в топ прокачать не сможете. Это мы только сможем нормально прокачаться, когда игра выйдет. Но в стоковом состоянии это просто ссанина. Вот чтобы понимали, если у Кента XM190 и ЛВТ в топе охуенные танки, то это кусок дерьма. Просто, блин, кусок дерьма. У него присутствует баллистика, что вам нужно не только упреждение по горизонтали брать, но еще и по вертикали. И у него баллистика такая, что вам пушку чуть ли не под 90 градусов реально поднимать нужно. Чтобы вы понимали, насколько снаряд сильно падает вниз с расстоянием. Чтобы вам выстрелить, не знаю, на другой конец улицы, если где-то вы в городской карте, например, играете. Вам нужно пушку, не знаю, поднимать очень высоко. Его способности тоже такие себе. Спаренные автопушки, да, ними можно наносить урон, но если они были доступны всегда, можно было еще как-то на этом танке играть. Но это поскольку способности у нее есть время восстановления, и поэтому вы не очень часто сможете их использовать. Плюс это еще не играбельно на близком расстоянии, потому что пушки находятся по бортам башни, и если вы стреляете, например, в БК, то одной пушкой вы будете попадать, а вторая будет стрелять мимо, потому что они не по центру танка находятся. И получится в упоре это не играбельно. Только если на большие расстояния вы так будете стрелять и попадать с двух пушек сразу. Вторая способность ракеты, но это ракеты, которые плохо пробивают и дают эффект горения, если я не ошибаюсь. Но танк дерьмо, к сожалению. Агент ракета. На данный момент у данного агента находится самая отличная техника игры, которая предназначена, чтобы упороться и сдохнуть. Как я уже неоднократно говорил и на стримах тоже на последних, то что когда игра выйдет, я буду пытаться создать целое движение против этих танков. Что кто играет на этих танках, тот потому что максимально портит геймплей. Я вот сколько играл на тесте все эти дни. Если я вижу в команде Т-62 или Объект 287, игроки на этих танках просто берут, упарываются и дохнут. Сами ничего не делают, но они упарываются и портят игроку противника бой. К сожалению, Т-62 не поменяли, он как был с этими ракетами, которые ломают полтанка, так и остался. Объект 287 это вообще какой-то цирк с этим гарпуном. Он берет, притягивается к противнику, это как будто ты не в танке играешь, а не знаю, какой-то Overwatch ***ючий. И тоже танк отличный, предназначен, чтобы упороться и сдохнуть. И испортить игру противнику. Тут, наверное, останавливаться долго не будем. Оба танка сами по себе дерьмище, нормальный результат дать не могут. Предназначены, чтобы упарываться и все. Новый агент Твистер, который был добавлен только в этом ЗБТ, на втором альфа-тесте его не было. Первый танк это Шеридан, я на нем поиграл, тоже танк выглядит как слабый. Способности, в принципе, балансные, но много урона вы на этом танке настрелять тоже не сможете. Потому что с уроном в целом на данном тесте были проблемы. Опять же, как я сказал, расскажу чуть позже. Второй танк ХСТФЛ. Первая способность у него была изменена, ему дали подсвет, который раньше был на XM190 в прошлом году. Вторая способность осталась без изменений. В принципе, этот танк тоже по логике такой же, как и танки-ракеты. Упороться, поднасрать и сдохнуть. А нормально он настреливать не может. Для позиционки тоже не годится. Из-за своих механик стрельбы. Переходим к классу защитник. И первый агент Эмбер. И у нее единственный танк XM1F, который раньше был у Чоппера. Способности этого танка остались без изменений. Но вот основные способности агента поменяли. Теперь у нее большая бомба, которую вы можете сбросить. И когда она взрывается, она отбрасывает противника. И наносит еще урон. Тоже выглядит балансно. Хоть по описанию кажется страшно, на самом деле, когда вы кидаете бомбу, противник может успеть уехать, и урон будет плохо наноситься. Или вообще вы урон не нанесете. У меня такое периодически было. Я в толпу кидаю, противник отъезжает и 0 урона. Что выглядит более-менее балансно, хоть и по описанию кажется, что какой-то пи***ц. Сам танк, кстати, тоже нормальный. Один из лучших танков игры на данный момент. Следующий это агент Чоппер. И что же разработчики сделали с его Абрамсом? Это просто забей. Сначала, наверное, про основную способность. Раньше у Чоппера был авиаудар, теперь у него арт-удар. Тоже сбалансированная способность, хоть и тоже кажется, что какой-то дисбаланс. Что когда он вызывает арт-удар по вам, появляется область, и вы можете успеть уехать. Особенно если вы находитесь в середине, либо в конце этой области. Потому что там она разделена типа на сектора, и удар идет по секторам. Если вы оказались на последних секторах или в
середине хотя бы, то вы успеете уезжать. Если, конечно, вам не повезло и в самом начале, то да, вы получите урон. И то даже и там есть шанс уехать, если вы вперед быстро прожмете. Теперь возвращаемся к Абрамсу. На прошлом тесте, в прошлом году, Абрамс был один из лучших танков игры. Сейчас это какое-то дерьмо, к сожалению. В принципе, его броня никуда не делась, он как танковал хорошо, так и танкует до сих пор. Но что-то наносить урон он как будто стал хуже. Про вторую способность я вообще молчу. Раньше у него был пулемет ручной наводки, теперь он наводится автоматически. Из-за чего вы с него много урона нанести не сможете, и теперь эта способность бесполезна, по сути. Но я на Абрамсе не так много играл, потому что, он какой-то не такой, короче, стал. Опять же, про это чуть позже расскажу, почему я думаю, почему он и другие танки стали какие-то не такие. Новый танк Чоппера — это ФВС-4030, он же Челленджер 1. Я, можно сказать, на этот танк возлагал большие надежды, потому что, как я говорил, в этой игре я люблю бронированную технику, потому что, в отличие от других танковых игр, здесь есть броня. Но этот танк не так уж и хорошо танкует, особенно против тех игроков, которые знают, куда пробивать. И тут есть очень удобные, так сказать, уязвимые зоны. Например, если вы будете стрелять в пушку, то вы пробьете его 100%. И те, кто знает, что туда надо стрелять, вы будете жестко насасывать. Но то, что он танкует не хуже Абрамса, это факт. У данного танка фугасная механика, как у М60А2. И также есть баллистика, что нужно упреждение по вертикали еще рассчитывать. Но баллистика здесь более приятная, чем на М60А2. Я не сказал бы, что этот танк совсем плохой. Его можно просто взять и чисто потанковать. Если будут в будущем какие-то задачи на танкование, то танк идеально будет подходить. Но рассматривать его как для нанесения большого количества урона не стоит. Этот танк в среднем наносит где-то 10 тысяч среднего урона за бой. Я как сам на нем играл и смотрел, как другие игроки на нем играют со мной в бою. Это в среднем 10, максимум 12 тысяч урона. Редко, когда получается дать больше. Это происходит из-за механики фугасов, потому что вы стреляете по 300, по 400 урона. А пробить практически никого не сможете, потому что пробитие очень низкое. Теперь переходим к следующему классу снайперов. И первый агент Хоунд. У агента Хоунда поменяли основную способность, теперь у него ракета, с помощью которой он может и урон нанести, и фраг добить. У первого его танка Леопарда слишком сильно понерфили урон. То есть на прошлом тесте, после нерфа первого, он наносил где-то чуть больше 2000 урона, где-то 2200. Сейчас он наносит в среднем 1000-1100 урона. Что этот танк стал по урону вообще ни о чемным. Первая способность осталась без изменений, вторую способность ему наконец-то поменяли, потому что у него была способность. Теперь у него эта способность как мина работает, что вы стреляете, наносите урон, и плюс еще эта мина разрывается и наносит еще урон осколками, что в толпу хорошо использовать. Тоже поиграл на этом танке, не сказал бы, что он тоже плохой, но и нормальных результатов вы на нем давать не сможете. Да и карт с режимами, на которых можно играть на этом танке, тоже мало. А в упоре он не играбелен. Вас будут пробивать все, потому что брони, понятное дело, тут нет. И убивать будут за секунды. Новый танк Honda AMX-10. Про его способности, в принципе, мы уже знаем, видели их в видео. Это дрон и ракета. В принципе, способности сбалансированы, но сам танк тоже не может наносить большое количество урона. Будут примерно такие же показатели, как на Леопарде, например. Новый агент Фузер. Вот здесь уже, как говорится, на его основной способности нужно остановиться поподробнее, потому что она т***ичная. Причем настолько т***ичная, что самолет Ананси отдыхает, как говорится, в сторонке. Тут вы вызываете самолет, выбираете противника, которому вы хотите нанести урон, и этот самолет начинает его сжечь лазером. Когда я играл против Фузера, по мне прилетало примерно 2000 урона. И такая же ситуация, как и с самолетом Ананси, как с Кентом. Вы практически не можете от этого скрыться, и также не можете избежать урон. Вы, конечно, можете попытаться сбить самолет, но у большинства танков такой возможности не будет, потому что пушку не поднимете просто. А если поднимете, то пока вы будете сбивать самолет, вы очень много урона получите. Все равно. Что можно считать, что вы урон избежать не можете, и получаете его гарантированно в любом месте вообще практически. Данную способность нужно полностью менять, и оставлять так нельзя, потому что это полнейший дисбаланс. Теперь по технике. Новый танк Мардер. На нем поиграл, в принципе, можно на нем какой-то урон давать, но выглядит слишком пососно. Автопушка стреляет по 3 выстрела, как раньше стрелял Брэдли. Фугасные ракеты, которые практически никого не пробивают, только какого-нибудь АМХ-10 в жопу. И то редко. Вторая способность — это стреляющие мины. Я вообще редко это использовал. Вообще непонятно, как это можно применить и куда. Вообще бесполезная фигня. А вот второй танк Фузера — это Брэдли.
Это, можно сказать, имба. Если еще и бой хорошо сложится, на нем можно очень много урона настреливать. Я когда играл без стрима, вы, может быть, в будущем эти бои увидите. Я смог настреливать больше 30 тысяч урона, что в данной версии игры, можно сказать, из области фантастики. Как я сказал, чуть позже вы поймете почему. Это реально самый мощный танк игры, самый комфортный, самый универсальный. Что он и в ближнем бою может урон дать, что на большом расстоянии. С той же автопушки через всю карту может нормально настреливать и ракетами. Только ракета, конечно, очень долго перезаряжается, но опять же это сток. Если прокачать, можно его сделать еще сильнее. Агентов мы разобрали, теперь давай разбирать другие нововведения, которые были добавлены. Перед тем, как я продолжу, еще немножко саморекламы. Не так давно я сделал платные подписки на Boosty, которые связаны еще с ВК Play Live. Купив подписку, вы будете получать доступ к эксклюзивным постам, которых нету нигде, и в будущем количество постов будет все больше и больше. Возможно, даже будут анонсы видео подробные, если наберется слишком много платных подписчиков. Также бонусом вы будете получать увеличенный фарм баллов на ВК Play Live. Как я не раз говорил, в будущем, когда я уйду из Калибра, количество бонусов платной подписки будет в разы больше. И бонусы будут очень жирные, в зависимости, опять же, от цены подписки. Самая дешевая подписка стоит недорого, поэтому, если кто из вас хочет поддержать канал, дать мне больше мотивации выпускать больше качественного контента, то платная подписка – это лучший способ это сделать. Был добавлен тестовый боевой пропуск. Чтобы проходить боевой пропуск, вам нужно зарабатывать вот эту специальную валюту, которая называется разведанные. Можно зарабатывать, выполняя задачи и побеждая в бою. Также скажу, для тех, кто не знает, когда игра выйдет в релиз, произойдет полный вайп, и то, что вы сейчас прокачивали, в том числе боевой пропуск, все будет сброшено. Я думаю, для большинства это очевидно. Были также добавлены задачи. Задачи добавлены для каждого танка. Тут у меня в данном случае выбрана задача для агента Фузера. И нужно играть и на одном, и на другом танке, чтобы выполнить эти задачи. Как раз вот за эти задачи получается эта валюта. Магазин это чисто заглушка. Примерно показано, как тут что будет в будущем выглядеть. Поэтому разбирать особо здесь смысла нету. Что тут в будущем будут предметы за донат продаваться, талисманы, камуфляжи, вот это все. И последнее, что мы можем видеть в ангаре, это усилители. Будет 3 типа усилителя. Усилители для прокачки агента, для прокачки техники и усилители для специальной валюты, которая используется в прокачке техники. Эта валюта называется технологии. Мне вот, конечно, непонятно, куда использовать серебро. Может быть, это опять же как заглушка используется. Но как вы можете видеть, чтобы прокачать улучшение для танка, вам нужно потратить в данном случае 160 очков технологий. И для всех улучшений на данный момент используются эти очки технологий. Куда нужно серебро, кроме как покупать технику, непонятно. Как я говорил, возможно, это заглушка чисто под тест, и на релизе будет как-то по-другому. И последнее, наверное, про что я скажу. Наконец-то разработчики добавили параметр бронепробития в ТТХ. Потому что раньше этого не было, и приходилось, не знаю, гадать как-то. Почему-то у Брэдли значение бронепробития я не нашел, но на XM1F, вот, 370 мм. И у всех танков с пушками вы точно найдете такой параметр. Почему у Брэдли нет с автопушкой, я не знаю. Возможно, я пропустил. Теперь давайте, наверное, поговорим про новые карты и режимы. На тест была добавлена новая карта, это лунная миссия. Я поиграл на этой карте, карта нормальная, зеркальная причем. Что с одного респа и с другого респа можно нормально на ней играть. И выглядит сбалансированно. Пока что никаких проблем на ней не заметил. По режимам. Был добавлен новый режим, контроль. Я в него поиграл и, конечно, завоевание мне нравится больше. И жалко нет возможности отключить некоторые режимы, которые я не хочу играть. Про это у меня будет одно из будущих видео, которое должно было выходить ранее, но я его не выпускаю, потому что вот начался тест. Конечно же, основной режим завоевания самый лучший на данный момент, хоть и его тоже зачем-то поменяли. Если раньше в этом режиме было 5 баз, теперь что-то как-то сделано непонятно. На одной карте вы можете встретить 5 баз, на другой карте 4 базы, но на большинстве карт будет 3 базы. Зачем уменьшали количество баз, непонятно, когда раньше было 5 и было нормально. Режим доминацион и ликвидация, от которой больше всего жопа горит, остались без изменений. Ликвидация играть так же неприятно, как и раньше. Вы стоите, стреляете, возрождается противник сзади и начинает вас отстреливать. К сожалению, этот режим не изменился. Также в режиме завоевания была добавлена возможность выбирать точку возрождения. Вот это тоже хорошее изменение. И жалко, что это сделали только в режиме завоевания. Это нужно добавить вообще во все
режима, то у вас есть на выбор несколько точек, и вы выбираете, где хотите возродиться. Чтобы вам, например, было меньше ехать до той позиции, которую вы хотите. В принципе, с режимами и с картами все. И перед тем, как обсуждать самое интересное, я еще скажу пару слов про оптимизацию. Вот как я неоднократно говорил, ВГ очень к этому относится жестко. И я же говорил, что оптимизация будет лучше, и она действительно стала лучше. Я вам напомню, как раньше было. На втором альфа-тесте я играл со средними настройками. Было у меня 100 среднего FPS, причем просадки были и до 80. И также и до 120 бывало поднималось. Но в основном где-то было 90-100. Сейчас оптимизация стала в разы лучше. Да, тут тоже стоит сказать, что я себе поменял видеокарту. У меня теперь видеокарта нового поколения. Из-за этого тоже производительность улучшилась. Но все равно прирост очень большой. Что это не только из-за видеокарты. Что сейчас я играю на максимальных настройках, и у меня без стрима в среднем 130-140 FPS. Конечно, бывает просаживается там до 100 тоже, но без стрима в основном 130-140. На стриме, да, бывают просадки, потому что стрим все-таки забирает ресурсы компьютера. Плюс у меня еще, как и говорил, процессор не вытягивает. По-хорошему его нужно заменить. Если процессор заменю, вообще никаких проблем не будет. Потому что сейчас он захлебывается, потому что мощность видеокарты очень сильно превосходит мощность процессора. Из-за этого так вот и происходит дисбаланс такой в системе. Что оптимизация очень сильно улучшилась, что разработчики на Gamescom не пи***ли, что говорили, что FPS вырастет. И он действительно вырос. И теперь, наверное, переходим к самому интересному. Почему я считаю, из-за чего эта игра стала хуже по сравнению с прошлым годом. И тут есть, как говорится, несколько критичных причин, из-за чего так получилось. Наверное, начну с того, что за это время слишком сильно просел средний урон. Не только у меня, а вообще в целом у игроков. И плюс еще все более-менее уравнялись. Если кто смотрел мои стримы на втором альфа-тесте, который был в прошлом году, я там настреливал 30 тысяч урона, 40 тысяч урона. Ну, 20 тысяч урона я настреливал вообще с закрытыми глазами, как говорится, вообще не напрягаясь. Меньше вообще практически не было. Сейчас средний урон снизился очень сильно. Что сейчас настрелять даже 20 тысяч урона, это нужно просто невероятно потеть. Невероятно жопу свою рвать. И не факт, что все равно получится. То как я вот играл на стриме, без стрима, я следил за показателями среднего урона, сколько игроки настреливали. И у большинства средний урон не превышает 15 тысяч. Что можно считать, что если ты настреливаешь 15 тысяч урона, то это уже хороший результат. Если ты настрелял 25 тысяч урона, это уже очень хороший результат. А настрелять, не знаю, 25 тысяч урона, это уже что-то из области фантастики. Практически невозможно, чтобы вы понимали. Что, я не знаю, куча факторов должно сложиться, чтобы настреляли больше 25 тысяч урона или 30 тысяч урона, как, например, у меня было на Брэдли на том же. Это нужно вам, чтобы бой очень долго шел. Какой-нибудь, не знаю, контрольный режим выпал, чтобы было прям 3 долгих раунда. Когда команды идут прям ровно, тогда вы настреляете много урона. Если это обычный бой, стандартный, так сказать, по времени, то вы настреляете 15-20 тысяч урона максимум. И, как я сказал, разброс по урону уменьшился. Если раньше, когда я на альфа-тесте играл, я настреливал 40 тысяч урона, а союзники у меня с трудом по 10-15 тысяч давали, то теперь все уравнялись. Из-за чего так происходит? Первое, это разработчики понерфили сведение практически всей техники. Это не только я один заметил, еще на стримах мне в чате люди писали то, что они заметили то, что сведение стало хуже. Примерно в 2 раза. То раньше в чем прикол этой игры был? Вы, если едете, видите противника, останавливаетесь резко. У вас пушка сводится там за полсекунды, и вы стреляете сразу. И наносите урон. Сейчас вы останавливаетесь, и у вас это очко еле-еле сужается, как будто реально в старые танки зашел. Как где сведения по 2-3 секунды минимум. То сведения очень сильно испортили. И тут появляется ответ на вопрос, почему большинство игроков играет на XM190 и на LOT. Потому что у них пушки либо быстро сводятся, либо вообще идеальная стабилизация, как на XM190. Там вообще сводиться не нужно. Поэтому на этих танках чаще всего играют. Чуть меньше играет на XM1F, потому что он за боевой пропуск, его нужно прокачать еще успеть. И еще меньше играет на Брэдли. На данный момент
момент это 4 самых лучших танка игры. Потому что, ну, у них нету вот этих вот недостатков с долгим сведением. Также второе, что очень сильно повлияло на нанесение урона, это механика экранов. Механика экранов, в принципе, не изменилась. Что на втором альфа-тесте, что сейчас. Экраны снижали как бронепробиваемость, так и урон. Только дело в том, что разработчики сейчас подкрутили эту механику в худшую сторону. Что теперь экраны поглощают еще больше урона, чем раньше. Раньше на втором альфа-тесте экраны снижали примерно в 2 раза урон. Если вы, например, стреляете с танка, у вас танк наносит по БК 1000 урона, то вы получали 500 урона, если стреляли через экран. Это примерно вот так работало. Сейчас экраны снижают урон значительно сильнее. Что у меня бывали какие случаи? Я играю на Абрамсе, и вместо 800 урона у меня вылетает 200. Иногда бывает даже вообще до абсурда доходит. Стреляешь, например, в MX-10, я вот особенно с MX-10 заметил. Стреляю по двигателю. Вместо где-то 700 урона я наношу 30. Вы не ослышались, да, 30, сука. Не 300, а 30. Это просто пиздец, насколько сильно урон снижается. Причем это просто экраны обычные, это просто обычные листы стальные. А не динамическая защита, например, как на том же Челленджере. Если в Челленджера я так буду стрелять, я могу понять, почему у меня урон так сильно падает. Потому что там динамическая защита, которая практически полностью поглощает урон. Как в реальной жизни, в принципе. Так же работает. Но когда остальные экраны так сильно урон поглощают, это неправильно. Поэтому я считаю, что это тоже нужно вернуть, как было раньше, как и сведение. И именно вот из-за вот этих двух параметров средний урон у игроков очень сильно просел. И поэтому, играя сейчас, вы очень редко будете встречать человека, который настрелял больше 25 тысяч урона. Это очень редко происходит. Именно вот из-за этого. То, что вы сначала, когда едете особенно, вы хотите остановиться, выстрелить, вы пока сведетесь, времени куча проходит. Из-за этого противник может не дать вам выстрелить в БК либо в двигатель. И еще вам напихает в ответ. А также экраны слишком сильно поглощают урон, из-за чего средний урон упал. И из-за этого мы видим то, что игроки уравнялись. Если вы помните, как я говорил, вот игра выйдет, и поскольку я умею играть в эту игру, я буду жестко разъебывать, когда игра выйдет. А сейчас разъебу, да. Теперь всех уравняли. Теперь кто умеет играть и тех, кто не умеет, просто за счет механики экранов и долгого сведения просто уравняли. И теперь урон у всех примерно одинаковый получается. Но это, как говорится, не все. Есть еще анимация использования основной способности. То есть раньше вы просто брали на том же Абрамсе авиаудар, нажали кнопку, быстро навели, нажали на кнопку на мышке, и это у вас занимает максимум, не знаю, секунду, а то и меньше. Сейчас у вас на это время тратится 2-3 секунды минимум. Там эти анимации проигрываются. У Абрамса там вообще двойная анимация, там даже не 3 секунды, наверное, а больше. И за это время вы теряете ХП и даже можете умереть. У меня много раз такое было, когда я применяю основную способность, и пока ее применяю, меня просто расстреливает, и когда анимация проигрывается, меня добивает. Что пока я использовал основную способность, мне все ХП просто сняли. И такое было не 1, не 2 и не 5 раз. И не 10 раз, наверное, такое было. Это происходит практически постоянно, поэтому анимация использования способностей нужно убирать. Я когда еще это в видео разработчиков увидел, говорил, что то, что это не надо вводить, и то, что это будет вредить и геймплею. И я, в принципе, не ошибся, это действительно вредит. Ну и последнее, это, наверное, ухудшение динамики. Тут, опять же, я не 100% уверен, что действительно это было ухудшено. Опять же, вы можете в комментариях про это написать. Может быть, у вас тоже такие ощущения были. Но у меня было ощущение, что динамика ухудшилась. Особенно то, что касается поворотливости техники. Что мало того, что ты едешь, у тебя как будто инерция больше стала. Но, в принципе, это так и должно быть, как в реальной жизни. Тут я, как говорится, ничего против не имею. Но вот ты поворачиваешь очень долго. Мало того, что у тебя инерция, и ты долго поворачиваешь и медленно поворачиваешь. Как будто этот параметр поворачиваемости тоже ухудшили. Что тоже, кстати, плохо повлияло на геймплей. Пока я вот не перешел к следующей теме, я вот забыл еще сказать про нанесение урона. Тоже немаловажная вещь. Я также заметил, что у некоторых танков, возможно, зарезаны показатели урона и множители урона. Из-за чего средний урон упал. Что тоже повлияло на падение среднего урона. Потому что множители — это тоже очень важная механика в этой игре. Потому что если вы умеете играть и знаете, куда стрелять, вы стреляете по модулям. А если множители понерфлены, то значит вы будете меньше урона настреливать. Плюс еще добавляем сюда экраны и долгое сведение, что привело к понижению среднего урона.
все это вместе. Ну и, конечно же, стало больше токсичности. Появилось больше несбалансированных способностей у танков и агентов. Можно реально игру переименовывать из World of Tanks Heat в World of Токсичность. И на этом, в принципе, все. Мы разобрали весь тест. И, как я говорил в начале видео, я считаю, что по сравнению с прошлым годом игра ухудшилась. Тут опять же стоит сказать, то, что это ощущение игрока, который начал играть в эту игру с самого начала, то есть с первого альфа-теста. Те, кто начал играть в эту игру с ЗБТ, для них все отлично, ничего не поменялось в худшую сторону и все хорошо, игра охуенная. Но вот кто играл в эту игру давно, те заметили ухудшение и то, что комфорт игры упал. Что это именно вот эти все изменения, это сказывается только на ветеранов игры. Стала ли игра плохой? Нет. Стала ли хуже? Да. Когда игра выйдет в релиз, буду ли я играть, если даже она останется в таком же виде? Да, буду. Потому что у меня, как и говорил, нет выбора. Либо мне играть в эту игру, либо заканчивать свою стримерскую карьеру. Потому что в Калибре вообще невыносимо находиться. И поэтому лучше играть в любую другую игру, чем в Калибр. И поэтому, вот если даже все в таком виде останется, я все равно буду играть в эту игру. Но уже удовольствие от игры, от геймплея я буду получать в разы меньше, чем раньше. Вот эти вот моменты, которые я сказал, со сведением, с экранами, с уроном, ухудшились. Потому что теперь всех игроков, можно сказать, уравняли. И настреливать много теперь ты не можешь из-за вот этого всего. У разработчиков также там был опрос. Я не знаю, на момент выхода этого видео он остался или нет. Но если вдруг остался, можете его пройти. И я вас очень прошу, всех, кто посмотрит это видео, пишите разработчикам все то, что вам в этой игре не нравится. Особенно вот эти вот моменты, которые я сейчас сказал. Которые особенно бьют по комфорту игры у ветеранов. Из-за чего игра стала хуже. И если будет много таких вот отзывов, возможно, все вернут, как было год назад. И действительно станет хорошо. Потому что я говорю, я пока стримил, мне в чате писали. Многим игрокам не нравятся вот эти вот новые механики. Все считают, что в том году было лучше. И появляется вот вопрос, о чем разработчики занимались весь этот год. Да, улучшили оптимизацию, добавили новых агентов, новую технику, добавили новую карту, новый режим. Но это можно было сделать не за год, а за несколько месяцев. Чем они занимались весь этот год? Непонятно. Только тянут с релизом игры и заставляют меня в Калибре еще оставаться и страдать. Можно было давно эту игру выпустить и все это доделывать, продолжать. Поэтому я вот надеюсь, в ближайшее время игра выйдет, хотя бы в таком виде. И они уже будут потом это все доделывать, по отзывам игроков. И я наконец-то смогу уйти из Калибра. Как я сказал, что даже в таком виде, если игра останется, я все равно буду в нее играть. И все равно буду выпускать много контента. Также перед тем, как закончить видео, хочу сказать об одной проблеме, которая была ожидаема и появилась у игроков, живущих в России. Это, конечно же, из-за блокировок в нашей стране мы нормально не можем зайти в игру. Приходится использовать запреты, VPN и другие способы обхода, чтобы можно было нормально играть. Поэтому очень хотелось бы, чтобы разработчики что-нибудь с этим сделали, перенесли сервера, например, куда-нибудь, чтобы у всех игроков была возможность играть. Потому что я видел кучу комментариев, что многие игроки из России не могут зайти в игру. А как я уже не раз говорил, игроки из СНГ будут основной аудиторией игры. Поэтому я думаю, разработчикам выгодно должно быть, чтобы все могли играть. И поэтому я надеюсь, с этим тоже что-то сделают, чтобы без всяких вот этих костылей можно было заходить в игру. Наверное, на этом видео буду заканчивать, потому что оно и так оказалось длинным. Всем спасибо, кто посмотрел. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также ставьте лайки и пишите комментарии под этим видео. Также пишите разработчикам, что вам не нравится по этой игре, потому что я, как думаю, на данном этапе от мнения игроков очень много зависит. Поэтому пишите. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал с новостями. Всем до скорого и всем пока.